Когда медвежонок умолял спасти его умирающую мать, это выглядело как простая сцена из природы. Но посмотрите, что сделал человек. Дорогие зрители, пожалуйста, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам действительно очень интересно узнать, из какого вы города и в какой вы часовой пояс. Приятного просмотра и спасибо, что уделяете внимание этой трогательной истории. В северном лесу неподалеку от города Уайт-Хорс летний дефицит нектара и скудный урожай ягод привели к тому, что многие животные оказались на грани выживания. Для одной бурой медведицы, некогда сильной и роскошной, привыкшей находить пропитание и защищать свою семью, наступили особенно тяжелые времена. Ее тело потускнело, движения стали медленными, а охотничьи навыки постепенно сдавали позиции усталости и недостатка пищи. В поисках еды теперь приходилось бороться за каждый день, и каждый выход на поиски становился испытанием для ее выносливости. Ее медвежонку было всего несколько месяцев. Это еще был совсем маленький зверек, неуклюжий и пока еще не умеющий ловко добывать себе корм. Он пытался копать мох и мягкую землю, наталкивался лапами на корешки и камешки, вглядывался в кусты в поисках хоть малой ягодки, но удача в этот сезон была редкой. И вот в один из таких дней, когда надежда казалась особенно шаткой, в воздухе вдруг потянуло сладким, теплым запахом, ароматом меда. Этот запах доносился из большого дикого улья, который висел высоко на ветвях старой гнилой ели. Блеск в воздухе и характерный аромат мгновенно привлекли внимание медведицы. Инстинкт подсказал, что это шанс наполнить пустые желудки. Медведица насторожилась, подняла голову и, повинуясь инстинкту, направилась к дереву уверенными, пусть и несколько замедленными шагами. Каждый ее шаг был осторожен, ведь годы борьбы сказались на ее мышцах. Тем не менее, взгляд оставался сосредоточенным. Когда она добралась до ветви, на которой висел улей, она мощными передними лапами обхватила ее и попыталась подтянуть ветку ближе к себе, чтобы достать лакомство. Внезапно раздался сухой резкий треск, звук от которого как будто замер весь лес. Ветка, на которой держался улей, отделилась от ствола. Массивное дерево, ветка, медведица и улей вместе с ней сорвались вниз. Тяжелая гнилая часть дерева рухнула, придавив медведицу грудь и плечи. Ее голова с силой ударилась о влажную землю, и она мгновенно потеряла сознание. Удар оказался сильным. Казалось, сам лес замер. Лишь легкий шелест листвы напоминал о продолжающейся жизни вокруг. Медвежонок, который стоял рядом и наблюдал за матерью, в страхе задрожал, жалобно вскрикнул и бросился к ней. Он пытался своими крошечными лапками сдвинуть ветку, но вес ее был слишком велик. Он был еще слишком мал, чтобы помочь физически. Его глаза наполнились страхом. Взгляд стал растерянным и пустым, как будто не укладывалось в голове, почему мать не встает, как обычно каждое утро. Маленький зверек прижался к груди матери, пытаясь передать ей свои остатки тепла и уюта. Он терся о ее шерсть, издавая тихие звуки, словно пытаясь разбудить ее. Издалека послышался вой волков. Их силуэты мелькали между стволами деревьев, как тихие призраки, скрывающиеся в тени и выслеживающие любую слабую добычу. При каждом приближении их вой, волновавшееся окружение, усиливало тревогу. Медвежонок, казалось, понимал опасность и поднимался, собираясь хоть как-то защитить мать. Он издавал тонкий, отчаянный рык, который был больше криком о помощи, чем нападением. Он пытался выглядеть смелее, чем был на самом деле, и этим же своим поведением, наверное, хотел привлечь внимание к месту происшествия. Возможно, на интуитивном уровне, надеясь, что кто-то придет на помощь.
Медведица оставалась без сознания. Ее дыхание было неровным, слабым, едва слышимым, как тонкая нить, вот-вот готовая оборваться. Казалось, время замедлило бег. Каждое движение, звук и вдох растягивались. Но медвежонок не уходил. Он знал лишь одно — его мать. Это все, что у него есть, и он не мог оставить ее в этот момент. Ночь надвигалась, и каждая минута без помощи увеличивала риск трагедии. На рассвете следующего дня в дежурную часть патруля дикой охраны поступило сообщение о бурой медведице, которая покинула свой привычный участок и, возможно, в опасности. Рейнджер по имени Ноа Грейсон, опытный человек, много лет изучавший повадки хищников и природу местности, первым заметил на пути ободранную кору и липкие следы меда, растекшиеся по влажной почве. Влажные клочья бурой шерсти, грязь и следы когтей тянулись вдоль оврага, как тихий, но тревожный зов о помощи. Ноа знал, тут случилось что-то серьезное. Он подал знак команде не шуметь, чтобы не спугнуть детеныша и не привлечь других хищников. Лишний шум мог привести к бегству маленького зверя или к появлению волков и койотов, которых слышали ночью. Когда они осторожно вышли на поляну, перед ними предстало тяжелое зрелище. Огромная ветка придавила к земле грудь бурой медведицы. Она была без сознания. А рядом, прижавшись всем телом, сидел ее детеныш. Мокрый, измученный и испуганный, но не отступающий. Несмотря на страх и усталость, он оставался рядом, словно его присутствие и трепетная надежда могли каким-то чудом пробудить мать. Завидев людей, медвежонок поднял голову и посмотрел прямо на них. В его взгляде промелькнула искра надежды. Он не бросился бежать и не рычал, как это сделал бы напуганный зверь. Напротив, он как будто решил довериться этим людям в последний момент наивной веры в добро. Ноа сразу понял по этому взгляду. Маленький зверь настолько отчаян, что готов довериться людям ради спасения матери. Рейнджер понял, что действовать нужно быстро, но осторожно, иначе можно причинить еще больший вред. Команда тихо приготовилась к экстренному спасению. Каждый шаг был продуман. Одно неверное движение могло сдвинуть ветку иначе и повредить пострадавшую еще сильнее. Рейнджеры принесли прочные стальные цепи и ручной подъемник, те инструменты, которыми обычно убирают поваленные деревья после штормов и которые в условиях дикой природы могут спасти чью-то жизнь. Ноа наклонился к медвежонку и мягко заговорил с ним спокойным ровным голосом, чтобы успокоить и дать понять. Люди пришли, чтобы помочь. Тот, дрожа, но без паники, остался неподвижен, пристально глядя на мать с упрашивающим взглядом. Один из рейнджеров аккуратно закрепил трос вокруг толстого ствола недалеко, чтобы создать надежную опору и снизить риск соскальзывания. Другой прикрепил крюк к той самой ветке, придавившей медведицу. Все делалось очень медленно и тихо, без резких рывков и лишнего напряжения. Каждая секунда и сантиметр имели значение. Ноа кивнул, давая сигнал тянуть, и металл конструкции ожили. Металлический скрип цепи эхом прошел по влажному лесу, разрывая утреннюю тишину. Ветка начала подниматься сантиметр за сантиметром. С каждой вытяжкой с нее сыпались комья грязи и вода, осыпавшие медвежью шерсть. Наконец, когда оголилось достаточно пространства, двое рейнджеров аккуратно, но решительно подхватили тяжелое тело и вытащили медведицу на сухой участок земли. Воздух заполнился запахом сырости, хвои и животного дыхания. Это был запах леса и боли одновременно.
Ноа, не теряя времени, проверил пульс, дыхание и зрачки медведицы. Его руки оставались спокойными и уверенными, несмотря на всю напряженность момента. Он ввел обезболивающее и противошоковое средство, стараясь немедленно стабилизировать состояние животного. Медвежонок подошел ближе, весь дрожа, и коснулся носом морды матери, издавая глухой жалобный звук, зов из самой глубины души, полный беспомощности и любви. Несколько рейнджеров отвернулись, чтобы скрыть эмоции. В глазах у многих стояли слезы. Природа, даже самая суровая, умеет трогать сердце до глубины. Медведицу осторожно уложили на специальные носилки и отправили в ветеринарный центр при заповеднике. В клинике Уайт-Хорс Форест врачи моментально приступили к обследованию. Сделали рентген, чтобы определить характер возможных переломов и повреждений внутренних органов. К счастью, переломов костей не выявилось. Основная беда заключалась в повреждении мягких тканей, ушибах и сильном шоке. Это означало, что при должном уходе животное имело хорошие шансы на восстановление. Ее уложили на мягкий матрас, подключили капельницу для восполнения жидкости и начали постоянный мониторинг дыхания и сердечной деятельности. Медвежонка разместили в соседней клетке, чтобы он мог видеть мать и не впасть в отчаяние от внезапной разлуки. Это было важно. Даже в условиях приюта возможность чувствовать и видеть материный силуэт и запах помогала ребенку сохранять спокойствие и уверенность. В помещении клиники воцарилась напряженная тишина. Все, от ветеринаров до рейнджеров, с затаённым дыханием ждали пробуждения. Каждый час тянулся мучительно медленно, но каждый маленький признак жизни приносил облегчение. Через пару часов веки бурой медведицы дрогнули. Ее дыхание стало глубже и ровнее, признаки, которые сразу ощутили все в палате. Медвежонок первым почуял перемены. Он издал дрожащий, но радостный звук, словно откликнувшись на возвращение матери. Глаза медведицы медленно открылись, уставшие, но живые, и сразу же начали искать малыша. Когда клетку открыли, медвежонок, не теряя ни секунды, бросился к ней, прижался к ее шее и начал тереться мордочкой, боясь снова потерять ее. И она, еще слабая, но отзывающаяся, попыталась обнять его лапой. Ее дыхание было теплым и мягким, что стало самым надежным лекарством для обеих. В клинике никто не произнес ни слова. Момент и так говорил сам за себя. Это был миг, когда жизнь вернулась с самого края, а материнская любовь оказалась сильнейшей терапией. В течение следующих дней медведица постепенно шла на поправку. Ее состояние стабилизировалось, взгляд стал увереннее и спокойнее, а шерсть, хоть и взъерошенная, постепенно приобрел здоровое сияние на солнечном свету. Уже через 2 дня она могла стоять и делать медленные, но твердые шаги. Сначала лишь пару шагов вокруг клетки, затем немного дальше. Боль не исчезла мгновенно, но воля к защите детеныша и инстинкт материнства делали ее сильнее с каждым днем. Медвежонок при этом не отходил ни на шаг. Он следовал за ней, словно ее отражение, внимательно наблюдая за каждым ее движением. Ноа и команда, обсудив ситуацию с ветеринарами, решили вернуть семью в дикую природу. В тот участок леса, откуда их нашли, где у медведицы были шансы возобновить привычный образ жизни, а у детеныша учиться выживанию под ее чутким присмотром. Первым делом подготовили безопасное транспортное средство и выбрали место недалеко от края леса, где травы были уже зеленее, а солнечные лучи пробивались сквозь листву, словно приветствие нового начала. Машина остановилась на краю леса. Вокруг все было тихо, лишь легкий шум листьев и пение далеких птиц нарушали спокойствие. Когда клетку аккуратно открыли,
Медвежонок сделал несколько нерешительных шагов вперед, затем обернулся, посмотрев на человека, который спас их, и тихо позвал мать. Медвежица последовала за ним, сначала осторожно и медленно, затем набирая уверенность в своих движениях. Прежде чем скрыться в гуще деревьев, она остановилась, обернулась и посмотрела на людей. Взгляд был спокойным, без страха, но полный благодарности и, возможно, признательности, которую нельзя выразить словами. Потом мать и детеныш постепенно растворились среди стволов и листвы, где ветер шевелил ветви и напевал свою вечную песню покоя и свободы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими чувствами и мыслями в комментариях. Было ли для вас это проявлением человечности, профессионализма рейнджеров или чудесной силой материнской любви? Расскажите, пожалуйста, свои впечатления, и если у вас есть похожие истории, делитесь ими. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Так вы поможете нам создавать больше подобных трогательных сюжетов и привлекать внимание к вопросам охраны дикой природы и помощи животным. До свидания и берегите себя. И тех, кто рядом, будь то люди или наши лесные соседи.